Здравствуйте, друзья! Рада вас приветствовать на своем канале «Дом и сад». Меня зовут Александра. За окном уже июль, огурцы и томаты растут почти в полную силу, сладкий перец тоже подтягивается. Мы в предвкушении первого урожая. Но тут сразу возникает вопрос, чем лучше всего подкармливать овощи? Огурцы, томаты, перцы, когда они растут в полную силу и начинают готовиться или даже уже плодоносят. В этом видео хочу предложить рецепт органической азотной подкормки, зеленое удобрение для огурцов и не только, приготовленное в домашних условиях, которое идеально подходит для улучшения роста и плодоношения любых культур, в том числе и огурцов, и томатов, и сладкого перца, и даже баклажанов. Как вы, наверное, уже знаете, для каждого растения, которое двинулось в рост, главный вид подкормки – азотная. Азот отвечает за наращивание зеленой массы растения. Без его достаточного количества рост и развитие замедляются, а то и вовсе приостанавливаются. Листья желтеют, нет сил ни для цветения, ни для плодоношения. Сделать азотную подкормку можно минеральными азотными удобрениями или сложными органическими азотосодержащими удобрениями. Но когда вы уже хотите лакомиться огурцами со своей грядки, согласитесь, минеральное удобрение не камильфо. В списке лучших органических азотных удобрений навоз, компост, птичий помет, перегной, натуральная мочевина, урина животных, которая требует разведения водой для снижения концентрации исходного раствора. Но часто под рукой таких органических удобрений нет, поэтому можно обратиться к отходам с огорода, остаткам растений, богатых азотом, и сделать зеленое удобрение собственными руками. У меня, например, в этот раз стебли зеленого горошка, оставшиеся после сбора урожая. Горошек я высаживала, чтобы обогатить участок огорода, бедный на органику. После себя горох оставил в почве массу созданных его корнями азотных органических удобрений. И почва теперь там очень хорошая, качественная, а вот оставшиеся стебли зеленого горошка тоже сослужат хорошую службу. Они-то и будут исходным сырьем для получения органических азотных удобрений для подкормки томатов, сладкого перца, баклажанов и огурцов. Кроме горошка, надежными поставщиками органического азота могут быть фасоль, люпин, соя. Вот как я готовлю органическую бродилку или жидкую подкормку, богатую азотом. 2/3 емкости, у меня бочка объемом 50 литров, наполняю остатками зеленого горошка, добавляю воду, чтобы покрыть зеленую массу полностью, и немного грунта, в котором есть моя местная огородная микрофлора. К ней привыкли районированные здесь овощи. Оставляю смесь для брожения, выбрав местечко в полутени, чтобы раствор не был слишком горячим из-за прямых лучей солнца и слишком холодным из-за его отсутствия. В таких комфортных условиях бактериям будет легче работать. Микроорганизмы начинают свою работу очень быстро. Уже через 4-5 дней органическая подкормка для полива томатов, перцев, баклажанов и огурцов, сделанная своими руками, готова. Это маточный раствор. Чтобы использовать его для полива, для 10 литров воды достаточно 1-2 литров маточного раствора. Приготовленный для полива водный раствор органического зеленого удобрения, чтобы снизить его кислотность после ферментации, полезно добавить макро- и микроэлементы. Из привычных нам народных средств, богатых на разных представителей таблицы Менделеева, отлично подходит древесная зола. Органика в исходном сырье для золы огнем была уничтожена, а вот богатый набор неорганических химических элементов и их соединений там остался. Самые важные для растений – калий, кальций, сера и магний в древесной золе тоже есть. Обычно на 1 ведро водного раствора органической подкормки для овощей
приготовленной из зеленой ботвы или сорняков, требуется стакан 200 грамм золы. На 100 литров вам потребуется 2 килограмма золы, которая обеспечит растение всем необходимым, кроме азота, и калием, и кальцием, и магнием, и серой. В золе содержится около 7% окисла фосфора P2O5 и 14% калия в виде окисла К2О. В итоге, добавив золу к такой жидкой азотной подкормке, мы получим практически полноценный набор для активного роста растений. И азот, и фосфор, и калий, и кальций, и серу, и магний. Лучший период для таких азотных подкормок в виде зеленого удобрения со второй половины мая, практически весь июнь и еще примерно до середины июля. А для овощей с длинным периодом вегетации, сладкого перца, баклажанов, огурцов, подобные подкормки очень актуальны и до конца июля. Кстати сказать, и томаты, и перец, и баклажаны, и другие овощи нуждаются в азотных подкормках буквально до момента начала созревания плодов. Именно азот и калий отвечают за налив плодов, хотя некоторые огородники часто заблуждаются, думая, что с началом формирования маленьких помидорчиков, перчиков или баклажан подкормку азотными удобрениями надо прекращать. Делайте полив огурцов и томатов, перцев и баклажан таким зеленым удобрением часто, один раз в 3-5 дней, потому что азота в водных растворах этих бродилок не так много, как в навозе или помете, и частые поливы таким зеленым удобрением пойдут растениям только на пользу. Дозу для полива определяйте по реакции овоща на такие подкормки. Особенно хорошо это видно на огурцах. Сегодня подкормил, а завтра уже полно огурцов. Поэтому огурцы можно поливать практически каждый день. Я обычно использую для полива под куст примерно 1 литр раствора, но для больших растений можно применять и 2 литра. Подкармливать органическими зелеными подкормками и удобрениями можно не только овощи, но и плодовые деревья, кусты, ягодники. Не забывайте и о цветах. Хорошего урожая! Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и делитесь им в соцсетях. Может, еще кто-то тоже интересуется, чем лучше всего подкармливать огурцы, томаты, перцы, баклажаны и другие овощи. Спасибо за просмотр!